История человечества знает множество случаев нападения хищников на людей. Иной раз животное бросается на человека, защищая себя, детенышей или свою территорию. Но иногда человек становится объектом охоты, потенциальной добычей. Именно в начале 20 века близкий к Гималаям Непальский регион терроризировался самым известным и кровожадным животным-людоедом. Мужчины, женщины и дети пропадали в джунглях. Нападения были настолько частыми и жестокими, что местные жители начали поговаривать о демонах и наказаниях от богов. Но виновницей была бенгальская тигрица. Нет в мире животного, способного сравниться с ней в количестве пролитой крови. Всего за несколько лет ей удалось убить свыше 436 человек. Но что же заставило тигрицу вступить на этот путь? Разве животное не должно бояться человека и его оружия? Должно, но не чемпаватская тигрица. Все началось в одном из лесов Непала в самом начале 20 века. Никто точно не знает, где именно, но в одной из тигриных семей родилась обычная на первый взгляд самка. Она росла и развивалась так же, как и все ее сородичи. Прыгала, скакала и охотилась на привычную дичь. Но однажды случилось то, что навсегда изменило ее судьбу. На одной из охот она сломала верхний и нижний клык. Подобная травма привела к тому, что чемпаватская тигрица лишилась возможности удерживать свою дичь в мертвой хватке, а значит, теперь она довольно часто будет оставаться без еды. И вот голодная и обозленная она рыскает по округе в поисках более легкой добычи. Ее поиски венчаются успехом, она знакомится с человеком. Доподлинно неизвестно, где именно произошла эта встреча, однако ее исход очевиден. И вот, ведомая жаждой крови, чемпаватская тигрица-людоед начинает искать себе новые угодья для охоты. Следует заметить, что вначале она очень осторожно вырабатывала свою стратегию атаки. Тигрица не нападала на группы людей и всегда выскакивала из засады, тем самым обескураживая жертву. Но со временем она осознала, что человек не может дать ей должный отпор, а поэтому ее методы стали более открытыми. Теперь она уже не сдерживала себя, раздирая всех на своем пути. И чем больше людей она убивала, тем жестче и чаще происходили ее атаки. По предварительным подсчетам, от ее когтей умерло около 200 жителей Непала. Подобная трагедия вынудила власть принять меры. Они прислали регулярную армию, дабы изловить зверя, но те не смогли справиться с задачей. Единственное, что они сделали, так это прогнали ее за пределы своей страны в Индию. Изгнанная из родных земель, чемпаватская тигрица не оставила свое кровавое дело. Она переходила с одного места на другое, оставляя за собой след из человеческих трупов. Ее вера в собственную безнаказанность привела к тому, что она начала охотиться прямиком в деревнях. Большинство ее зверств проходило в регионе под названием Камаун. Видно, именно здесь она решила обустроить свой дом. Следует заметить, что чемпаватская тигрица идеально изучила свою территорию, благодаря чему все попытки убить ее заканчивались крахом. Крайне важным являлось и то, что местные жители сильно боялись этого зверя. Они верили, что в нем заключен темный дух, а значит, его нельзя убить простым оружием. Поэтому все, что они могли, прятаться и убегать. Именно такое поведение привело к тому, что за несколько лет тигрица сумела убить порядка 210 человек. Согласно записям тех лет, чудовище ходило из деревни в деревню, оповещая о своем приближении грозным рыком. Оно не пряталось и не избегало встреч с группами людей. Увидавши подходящую добычу, она устремлялась к ней и раздирала, после чего спокойно уходила назад в джунгли. Но в один момент все кардинально изменилось. В те времена, когда тигров все еще боялись убивать, охотники на тигров спасали сотни жизней. В Индии на рубеже веков, как знали власти, мог победить смертоносную тигрицу только один человек – полковник Джеймс Корбетт. Корбетт был британцем ирландского происхождения, действовавшим в колониальной Индии и прославившийся как охотник на зверей-людоедов. Когда правительство попросило Корбетта выследить чемпаватскую тигрицу, он согласился, но при этом выдвинул два условия. Во-первых, отменить правительственные награды, а во-вторых, отозвать всех охотников. Он не хотел, чтобы его считали охотником за наградой, так как для него это звучало оскорбительно, а также и не хотел быть случайно застреленным.
Власти, недолго думая, быстро согласились с его условиями, и охота на тигра началась. Корбет прибыл с несколькими помощниками в деревню Чампават. Когда полковник оказался в деревне, он обнаружил, что все жители заколочены в своих домах. Никто не смел выходить на улицу целых 5 дней. Корбет провел первую ночь на улице, пытаясь выследить тигрицу вдоль дороги, которую она, как говорили жители, обычно стережет. Однако полковника тоже не покидал страх, что за ним кто-то следит из кустов. Корбет писал: когда ночной ветер шевелил ветви и двигались тени, я увидел несколько надвигающихся на меня тигров и горько сожалел о том, что оказался здесь перед лицом людоеда. Мне не хватало мужества вернуться в деревню и признаться, что я тоже боялся выполнять возложенную на себя задачу. И, стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода, просидел долгую ночь. Когда утром Корбет вернулся в деревню, жители были крайне удивлены увидеть его живым. От увиденной храбрости жители перестали сидеть дома и попросили полковника, чтобы он проследил за местностью, пока жители деревни собирали пшеницу. Иначе страх новой напасти тигрицы не позволил бы им это сделать. Сбор урожая прошел по плану, без визита тигрицы. Сам Корбет после долгой ночи пока не решался искать тигра, хотя знал, что местные жители могут показать ему окрестности, где, вероятно, находится кошка. Все же спустя время полковник согласился, и жители деревни привели к месту последнего нападения. Изучив следы животного, он определил, что тигр был самкой. Дальнейшее обследование места дало информацию о том, как жертва собирала ветки, когда тигр внезапно схватил ее за ногу. Затем ее утащил за горло в лес. Потом Корбет нашел останки, всего несколько костей, которые он завернул в ткань, чтобы их можно было захоронить. Также было немного одежды, но ничего более. 3 дня Корбет бродил по джунглям. Не обнаружив никаких признаков тигра, он направился обратно в Чампават. Во время путешествия он слышал много разных историй о нападениях, и именно на одном из рассказов он неожиданно получил известие от жителя деревни о новом нападении тигра на девочку-подростка. Примчавшись к месту происшествия, он обнаружил лужи крови и след, ведущий вглубь джунглей. Когда он шел по следу тигрицы, к нему присоединились пару перепуганных мужчин из деревни, вооруженных винтовкой. Как выяснилось, они получили приказ от деревенского старосты сопровождать Корбета. Это не понравилось полковнику, так как он был полон решимости пойти по следу один. Полковник приказал крестьянам снять свои тяжелые сапоги, дабы не испугать тигра. Не пройдя и 500 метров, Корбет обнаружил тигрицу за трапезой своей жертвы. От увиденного, как тигр растерзал девочку, полковник был немного в растерянности. Тигрица заметила охотника, но прежде чем успеть что-то предпринять, Корбет схватил винтовку и с немного трясущими руками отпугнул 2 выстрелами тигрицу. Полковник решил не преследовать тигра, а вернуться в деревню, дабы организовать на следующий день облаву в ущелье реки Чампа. По труднопроходимой местности шли сотни мужчин, стреляя из огнестрельного оружия и шумя, пытаясь отогнать тигра к Корбету, который занял позицию, чтобы перехватить ее. И наконец, это сработало. Около полудня полковник застрелил тигрицу. Первые выстрелы охотника попали тигрице в грудь и плечо, а его последний выстрел попал ей в ногу, в результате чего она рухнула в 6 метрах от него. Меткость и храбрость английского охотника смогли прекратить кровавый террор зверя, благодаря чему люди наконец-то смогли спать спокойно. Что касается самого Джима, то он посвятил всю свою жизнь охоте на людоедов, что сделало его настоящим героем того времени. Стоит ли жалости людоед, который убивал, дабы выжить в условиях, когда обычная охота на дичь была невозможна? Думаю, с этим вопросом я обращаюсь к тебе, мой дорогой друг. Иногда природа и человек сталкиваются в жестоком и бескомпромиссном противоборстве. Примером может являться история медведя-убийцы из японской деревни Санкэбэцу на острове Хоккайдо в Японии. Местность эта была глухой и слабо заселенной, ее исконными жителями были бурые медведи. На острове их популяция составляла более 1500 особей, но был среди них один необычайно крупный самец, в результате нападений которого погибли люди. Всего за несколько дней ему удалось вырезать почти треть населения деревни. Это одно из самых жутких нападений медведя-людоеда за всю историю Японии. Но самое удивительное и страшное в этой истории то, что всеми жертвами людоеда были женщины и дети.
Началось все в середине ноября с того, что Кисагаки, такое имя дали дикому медведю-людоеду японцы, вышел из печки намного раньше положенного срока и отправился на поиски еды. В своих поисках медведь забрел в деревню Санкэбэцу, где напугал лошадь семьи Икеда. Заслышав ржание испуганной кобылы, жители дома выбежали на улицу и спугнули медведя. Завидев людей, он сразу сбежал. В летнее время бурые медведи регулярно разоряли кукурузные поля близ этой деревни. По всей видимости, медведь направился к деревне по привычке, дабы подкрепиться, однако время года оказалось неподходящее для грабежа полей, и Кисагаки стал бродить в поисках еды непосредственно возле жилых домов. 20 ноября 1915 года животное снова вернулось к дому фермера Икеда. Во время этих визитов никто не пострадал, однако глава семьи был встревожен появлением медведя, а потому на несколько дней вызвал из соседних деревень своих сыновей, вооруженных ружьями. Ненадолго затаившись, 30 ноября медведь вновь объявился у дома. Во время этого визита японцы попытались убить Кисагаки и даже несколько раз попали в него, однако он смог сбежать. На следующее утро охотники отправились по следу из крови, чтобы добить медведя, но были вынуждены вернуться из-за начавшейся метели. Для себя они решили, что раз медведь ранен, то теперь он умрет или же побоится идти в деревню, однако, еще не зная этого, серьезно ошибались. Спустя чуть больше недели, а именно 9 декабря, примерно в 11 утра, Кисагаки вломился в дом фермера Ота, где в этот момент находилась Абе Майо, жена главы семьи, и ее приемный сын Хасуми Мика. Мальчик, даже не успев дернуться, как тут же был убит прямо в доме. Медведь прокусил ему голову. Женщина же сперва смогла отбиться от атаки медведя при помощи дров, после чего попыталась бежать. Но в итоге Кисагаки утащил ее в лес и закопал в снегу, вероятно, желая съесть труп позже. 10 декабря день оказался крайне богат на события для жителей Санкэбэцу. Для поисков медведя-людоеда и останков Абе Майо была организована поисковая группа из 50 человек. Люди вошли в лес и не успели углубиться даже на 150 метров, как встретили весьма агрессивно настроенного Кисагаки. 5 мужчин сразу же выстрелили в медведя, но попасть в него удалось только одному, да и то не смертельно. Тем не менее, разъяренное животное отступило, и люди избежали ран. После того, как медведь сбежал, охотники обследовали местность и обнаружили засохшую кровь на снегу у подножия сахалинской ели, под снегом которой лежал труп Майо, от которого остались только голова и части ног. Таким образом, было доказано, что именно этот бурый медведь напал на семью Отто. Вернувшись в Санкэбэцу, жители долго между собой совещались, придя в итоге к выводу, что, попробовав человеческой плоти, медведь от нее теперь не откажется и наверняка этой же ночью снова придет в деревню. Поэтому жителями было принято решение устроить засаду в доме фермера Отто. Кисагаки действительно пришел за лакомством в ту ночь, и хотя люди подготовились к его приходу, все были в такой панике, что из нескольких десятков человек в медведя снова сумел попасть всего один. Стрельба спугнула медведя, он сбежал в сторону дома фермера Миюки, где засаду пережидали жены и дети местных жителей. Медведь через окно вломился в дом, где напал на женщину Яо Ясутарю, жену фермера Миюки, вместе с малолетним сыном, занятую готовкой ужина для собравшихся в доме детей. Сперва медведь укусил ребенка, а спустя некоторое время он скончался от ран, а затем набросился на Яю. Женщину и ее ребенка спасло то, что Ода, один из старших детей, находившийся в доме, отвлек медведя на себя, дав Яю возможность бежать и привести помощь. Женщина сумела с раненым сыном выскочить в окно, а Ода попытался спрятаться от медведя за мебелью, но все равно был сильно искусан. Затем медведь настиг Кинза, третьего сына семейства Миюки, также пытавшегося спрятаться. Следующей жертвой стал Харуйоши, младший сын из семейства Саитов. Он пытался сбежать вслед за Яю, но Кисагаки разорвал его. Последней жертвой в доме Миюки стала беременная жена фермера Саита. По утверждениям, медведь отгрыз ей голову. Плод спасти не удалось. В разгар бойни к дому прибежали вооруженные фермеры, которых привела Яю. Однако мужчины побоялись заходить в дом и подумали, что медведь наверняка уже всех убил, а потому предложили просто поджечь дом. Однако Яя была категорически против, так как кто-то из детей мог еще быть жив. Люди разделились на две группы. Одна, состоящая из 10 человек, стояла на страже у двери, а другая группа пошла к задней части дома. Получив сигнал, группа в тылу подняла шум, крича и стуча оружием. Как и ожидалось, медведь появился у входной двери.
Люди там сбились в кучу, но охранник во главе перекрыл линию огня. Среди общего замешательства и риска перекрестного огня медведь скрылся в ночи. С факелами из бересты они вошли в дом и увидели результаты атаки. Вести о зверствующем в провинциальной деревне медведе наконец-то дошли до островных властей, отправивших команду полицейских снайперов для уничтожения медведя-людоеда Кисагаки. В тот же вечер они прибыли в деревню, где осмотрели место бойни в доме Миюки. Полицейские предположили, что можно попытаться приманить медведя на останки одной из его жертв. Этот план был встречен яростным осуждением со стороны жителей деревни, но в итоге их все-таки сумели убедить согласиться. Кисагаки приманку проигнорировал и в деревню не пришел. На следующий день ранним утром было обнаружено, что пока охотники и снайперы сидели в засаде в доме Миюки, а женщины и дети пережидали в здании школы, Кисагаки разграбил несколько деревенских домов, сожрав изрядное количество припасенных на зиму припасов. Полицейские пытались мотивировать местных жителей на активное участие в охоте на медведя, но по большей части мужчины были очень сильно испуганы и предпочли охранять свои семьи от возможного нападения. На ночь было организовано несколько постов в деревне, на одном из которых охранники, как им показалось, видели тень медведя и начали истерично палить в его сторону. На следующее утро на месте обстрела не было найдено ни крови, ни следов. С рассветом команда снайперов начала исследовать окрестности и обнаружила следы крови. Поскольку медведь уже неоднократно был ранен, было решено, что это самая лучшая возможность выследить и убить Кисагаки, пока он вновь не напал. Ямамото и проводник Икеда Камедзира немедленно отправились за медведем. Ямамото решил выследить медведя с командой из 2 человек, так как это было намного быстрее и увеличивало шансы не быть сразу обнаруженным медведем. Проследовав по следам, Ямамото сумел обнаружить отдыхающего Кисагаки у дуба. Медведь, что странно, так и не заметил подобравшихся охотников, а потому они смогли поразить его сперва выстрелом в район сердца, а затем и в голову для надежности. Убитый медведь-людоед был тщательно измерен. Его вес составлял 340 кг, а длина от макушки до хвоста почти 3 метра. Но на этом история жертв монстра не закончилась. Некоторые жители, которым удалось выжить после встречи с медведем-людоедом, позже скончались от полученных ранений. В скором времени люди покинули регион, свидетели нападений предпочли вскоре после этих событий бросить деревню и переехать в другие места. Им было тяжко жить вблизи места, где они потеряли своих близких и друзей, и Санкэбэцу стал деревней-призраком. Теперь это место стало туристической достопримечательностью, где сохранились крестьянские дома начала 20 века, на фоне которых стоит изваяние гигантского медведя. Каково испытать, что ни на есть самый максимальный страх перед жестокой смертью, когда в ночи невозможно сомкнуть глаз, все время размышляя о демоне из тьмы? Я надеюсь, ты, мой дорогой друг, этого не узнаешь никогда. Эта ночь была самой ужасной из всех, которые мы когда-либо видели. Хаотичные выстрелы в кромешной темноте на черном болоте, крики раненых и умирающих, раздавленных челюстями огромных рептилий, превратились в какофонию ада, которая редко происходит на земле. На рассвете прилетели стервятники, чтобы убрать то, что оставили крокодилы. Из более чем 1000 японских солдат, ушедших на болото Рамри, только около 20 выжили и были взяты в плен. Именно так описывал ужасное событие ночи участник битвы Брюс Стэнли Райт. Эта история произошла зимой 1945 года, когда японские союзники Гитлера еще проводили контрнаступление на всех стратегических позициях, включая Юго-Западный фронт. Его ключевым территориальным звеном была дальнобойная артиллерийская база на возвышенности Юхан. Именно оттуда совершались наиболее удачные атаки на английские десантные суда. Когда объект был раскрыт англо-американской военной разведкой, его уничтожение было обозначено среди 5 наиболее приоритетных задач для 7-й оперативно-десантной эскадры Королевских ВМС Великобритании. Для защиты базы японское командование отправило на остров лучшее спецподразделение армии – диверсионный корпус номер 1, считавшийся непревзойденным для отражения атак мобильной пехоты. Командир английского десантного батальона Эндрю Уайрат оказался очень хитрым и находчивым офицером.
Он послал разведгруппу вглубь острова, где были труднопроходимые мангровые болота, и узнав, что они просто кишат огромными гребнистыми крокодилами, принял решение во что бы то ни стало заманить туда неприятельский отряд. Обмундирование и вооружение ВМС Англии не было предназначено для прохождения болот, в отличие от японцев, которые оснащены специальными костюмами и приличным арсеналом холодного оружия. И подобное решение могло привести к краху, но командир был уверен и не отступал от своего плана, ответив одному из солдат в полушутливом стиле: «Доверься мне и будешь жить». Расчет был потрясающим по своей тактической проработке. После того, как путем позиционных боев японский отряд был выведен в самую глубь болота, чему, кстати, японские офицеры только и обрадовались, думая, что здесь они получат преимущество, Уайрет приказал постепенно отступать к береговой линии, в конечном итоге оставив на передовой лишь небольшой отряд под прикрытием артиллерии. Через несколько минут наблюдавшие в бинокль английские офицеры стали свидетелями странного представления. Несмотря на временное затишье в атаках, японские солдаты один за другим стали падать в мутную болотную жижу. Японцам очень не повезло попасть в западню мангровых болот. Там темно и днем, и ночью, акры густого непроходимого леса, много миллионов глубокой черной грязи, комаров, скорпионов, мух и миллиард неизвестных насекомых. И что хуже всего – крокодилов. Вскоре японский отряд вовсе перестал оказывать сопротивление своим военным противникам. Еще стоявшие на ногах бойцы подбегали к упавшим и пытались их откуда-то вытащить. Затем тоже падали и впадали в такие же эпилептические судороги. Эндрю приказал отступить авангарскому отряду, хотя встретил возражения коллег-офицеров, мол, надо же добивать гадов. Следующие 2 часа англичане, находясь на холме, спокойно наблюдали, как стремительно тает мощная, отлично вооруженная японская армия. В результате лучший диверсионный полк, состоявший из 1215 отборных опытных солдат, неоднократно побеждавших значительно превосходящие силы противника, за что в свое время были врагами прозваны как Смерч, был заживо сожран крокодилами. Оставшиеся 20 солдат, сумевшие убежать из смертельных западней челюстей, были благополучно схвачены в плен англичанами. Книга канадского натуралиста Брюса Стэнли Райта, очевидца событий бывшего солдата британской армии, до сих пор вызывает горячие споры. Есть ученые, подтверждающие изложенные факты, но есть и те, кто их оспаривает. Швейцарский биолог Шарль Альберт Вальтер Гугесберг говорил, что большинство японцев погибло в зубах крокодилов и лишь некоторые погибли от огнестрельных ран. Ассоциация участников боевых действий также подтверждает все, что написано канадским натуралистом. А издатели книги рекордов Гиннесса взяли информацию из книги Стэнли Райта как основу для утверждения факта гибели наибольшего количества людей от атаки животных. Уважаемый британский историк Фрэнсис Джеймс Маклин в своей книге «Бирманская кампания от разгрома к триумфу» скептически отзывается о ситуации с крокодилами. Он небезосновательно отмечает, что такое количество крокодилов, которое описывают очевидцы, просто не выживет в мангровых болотах по причине голода. Если эти самые тысячи крокодилов были вовлечены в резню, как в каком-то городском мифе, каким образом эти свирепые монстры выживали здесь раньше? И как они выживут после этого нападения? Экосистема мангровых болот скудна на крупных млекопитающих и просто бы не позволила существовать такому количеству огромных ящеров до прихода японцев. Животные, если что, не исключение из законов перенаселения и голода. Замечу, что по специфике питания крокодилы не обязательно съедают жертву, а прячут несъеденные остатки добычи про запас. Кроме этого, съедают они за один раз довольно много, до 23% от своего веса, что при весе 300 кг составляет 69 кг. То есть один взрослый крокодил спокойно может съесть одного человека и еще нескольких убить про запас. При этом известно, что крокодилы могут обходиться без пищи до года, поэтому нет ничего удивительного в том, что около 200 крокодилов истребили 500-600 солдат. Конечно, 1000 крокодилов – это фантастическое число, но солдаты не считали рептилий. Эта цифра более чем субъективная, навеянная ужасами мангровых болот. Большой вклад в прояснение истории внес ученый Стивен Платт. Ему удалось отыскать реальных очевидцев событий. Им на 2000 год было от 67 до 86 лет, и они были в том месте и видели произошедшее в тот день собственными глазами. Большинство из них утверждает, крокодилы действительно нападали на людей, но погибло от их клыков не более трети японцев. Большинство же умерли от болезней, дизентерия, малярия и другие инфекции, голода, обезвоживания, укусов ядовитых насекомых, змей, а часть солдат и вовсе были застрелены. В
процессе изучения документальных источников напрашивается вывод о сильном преувеличении роли крокодила в смерти отряда из 1000 японских солдат. В своем докладе «Крокодилы-людоеды. Нападение на острове Рамри» авторы отмечают отсутствие достаточного количества доказательств по данной теме. Эксперты вообще сомневаются, был ли канадский натуралист Стэнли Райт лично на месте трагедии в тот промежуток времени или все же написал книгу по рассказам местных жителей. Так до сих пор и не ясно, является ли трагедия с крокодилами мифом Второй мировой войны или же это реальные события. Очевидно, правда где-то посередине. Гребнистый крокодил до сих пор считается самым опасным и самым агрессивным хищником на планете Земля. У берегов Австралии именно от нападения гребнистых крокодилов гибнет больше людей, чем от нападения большой белой акулы, которая по ошибке в народе считается наиболее опасным животным. Этот вид рептилий обладает сильнейшим укусом в животном мире, крупные особи могут кусать силой свыше 2500 кг. В одном случае, зафиксированном в Индонезии, суфольский жеребец весом в тонну и способный тягать свыше 2000 кг был убит крупным самцом морского гребнистого крокодила, который затащил жертву в воду и свернул коню шею. Сила его челюстей такова, что он способен за несколько секунд раздробить им череп буйволу или панцирь морской черепахи. Из документально подтвержденных случаев массовых человеческих жертв людей от нападения животных также следует отметить инцидент времен Второй мировой войны, связанный с нападением больших белых акул, которые съели около 800 беспомощных людей. Это произошло после того, как корабли, на которых находилось гражданское население, подверглись бомбардировке и были затоплены. Этой истории можно посвятить целый выпуск. Если тебе это нужно, дай знать своим лайком и комментариям, ведь есть еще о ком рассказать. Пока. Леопард, ставший людоедом, еще более опасен, чем даже тигр-людоед, ибо обладает поистине мистической способностью подкрадываться к жертве и убивать ее совершенно бесшумно. В Северной Индии, там, где сливаются воды Мандакини и Алакнанды, образуя священный Ганг, до сих пор помнят о так называемом рудропраягском леопарде. Этот хищник за период с 9 июня 1918 года по 14 апреля 1926 года только по официальной статистике загрыз 125 человек. Пятнистый монстр избегал самых хитроумных ловушек и нередко охотился за теми, кто пытался уничтожить его. Но однажды по следам леопарда-людоеда отправился истинный профессионал. В сельской администрации Индии существует уникальная должность патвари. Так называют чиновника, который регистрирует в подведомственных ему деревнях случаи гибели людей от нападения диких животных или укусов ядовитых змей и насекомых. С лета 1918 года патвари ряда населенных пунктов Гарвала сообщили своему начальству о появлении страшного леопарда-людоеда. Останки первых жертв хищника были обнаружены вблизи Рудропраяга, места слияния двух рек. Молва быстро окрестила пятнистого убийцу рудропраягским леопардом-людоедом. Под таким названием зверь вскоре попал в рубрику происшествий ведущих газет всех 5 континентов, привлекая к себе внимание читателей на протяжении почти 8 лет. Гарвал – гористая, покрытая густыми джунглями территория, по которой разбросаны уединенные деревеньки, нередко связанные между собой лишь лесными тропами да висячими мостами. Здесь на площади в 500 квадратных миль в те времена проживало порядка 50 тысяч жителей. Кроме того, через Гарвал проходили маршруты паломников, которые направлялись к священным для каждого индуса истокам Ганга. Паломники обычно передвигались группами, непременно босиком, нередко устраивая ночлег на открытом воздухе. За год дорогами Гарвала проходило свыше 60 тысяч паломников. У леопарда были неограниченные возможности выбирать себе жертву, что называется, по вкусу. Два приятеля-соседа, собравшись вместе, курили кальян, передавая его друг другу. В комнате было темно, и лишь уголек кальяна слегка рассеивал мрак. В помещение с улицы вела единственная дверь, которая была притворена, но не заперта, поскольку раньше в этой деревне леопард-убийца не появлялся. Беседа друзей текла по-восточному неторопливо, но вот при передаче кальяна из того выпал уголек. Собирая тлеющую золу, хозяин дома наклонился, когда снова поднял голову, то увидел, что дверь в комнату распахнута настежь.
На улице взошла луна, и в ее свете мужчина различил силуэт леопарда, который уже тащил на себе тело его друга. В другой деревне у больной женщины остались на ночь две ее подруги. В одной из комнат имелась узкая и высоко расположенная прорезь, служившая окном, которую закрывал большой медный сосуд с питьевой водой для больной. Все наружные двери в доме были не только надежно заперты, но и дополнительно укреплены. Ночью раздался шум от падения с окна медного сосуда. Зажгли лампу. Больная лежала на полу у стены, а на ее горле зияли глубокие раны от клыков. Дознание, проведенное утром, показало, что леопард проник ночью в дом через узкое окно, даже не задев медного сосуда. Хищник неспешно обошел весь дом, выбрал жертву, убил ее и дотащил до стены. И все это настолько бесшумно, что никто в доме не проснулся. И лишь при попытке протащить тело через узкое окно леопард сбил тяжелый сосуд, после чего скрылся. Слухи о подобных происшествиях разлетались мгновенно и приводили к тому, что ужас воцарился по всему Гарвалу. Едва солнце приближалось к горизонту, как люди заканчивали свои дела и спешили укрыться за крепко запертыми дверьми. Многие поставили у себя вторые двери и дополнительные засовы, но и за крепкими запорами многие дрожали от страха, опасаясь даже мысленно привлечь внимание ужасного монстра. Нельзя сказать, что колониальные власти тогдашней Индии не принимали мер по ликвидации опасного зверя-людоеда. За его уничтожение была объявлена весьма значительная награда – 10 тысяч рупий плюс доходы с 2 деревень. Приглашались лучшие местные охотники шикари, которым на период охоты устанавливалось высокое жалование. В прессе появилось обращение ко всем спортсменам Индии с просьбой включиться в охоту на людоеда. На подходах к деревням и вдоль дорог было расставлено множество хитроумных ловушек, а патвери были снабжены сильнодействующими ядами для закладки в человеческие трупы, к которым леопард имел обыкновение возвращаться. Но даже этого было недостаточно. Это был поистине неуловимый зверь. Летом 1925 года по просьбе Уильяма Иббитсона, советника губернатора Соединенных Провинций, к охоте на людоеда подключился известный в Индии следопыт Джим Корбетт. К этому времени на счету леопарда было 110 жертв, причем пик нападений приходился на предыдущие 4 года. Фактически матерый хищник совершал по убийству в каждые 2 недели. Уже было известно, что это очень крупный самец, далеко не первой молодости, но обладающий громадной силой. Прибыв на место, Корбетт получил известие, что в одной из ближайших деревень леопард убил корову. Охотник тотчас отправился на место. Патвари провел его по деревне, показав следы когтей леопарда на многих дверях и окнах. Зверь, несомненно, намеревался добраться до человечины, но, не найдя ни одной лазейки, напал на корову. Не сумев, однако, протащить массивную тушу через дверь, хищник до отвала насытился на месте и ушел. Была надежда, что он вернется к добыче и на вторую ночь. Устроили засаду, но леопард так и не появился. Зато через несколько дней пришло известие, что корова убита в другой деревне. Судя по почерку, это был все тот же леопард-людоед. Как раз в этот период на помощь Корбетту приехал Иббитсон и привез с собой капкан. Охотники замаскировали капкан на леопардовой тропе, закрепив его цепью и крепким колом, вбитым в землю, а сами влезли на высокий сток сена неподалеку. Спустя час после наступления темноты с тропы раздался бешеный рев раненого зверя. Корбетт зажег фонарь, и в его свете охотники увидели крупного леопарда, вставшего на дыбы. Не теряя времени, Корбетт выстрелил. По злой иронии судьбы, пуля попала в звено цепи и разорвала его. Леопард огромными прыжками помчался в заросли, таща капкан перед собой. Охотники бросились за ним, так как были уверены, что с капканом ему далеко не уйти. И точно, за выступом скалы они увидели лежавшего зверя, который злобно рычал. Корбетт прицелился и выстрелил. Пуля крупного калибра сразила хищника наповал. С утра все окрестные деревни охватило радостное ликование. Люди смеялись и радовались обретенной свободе. Один Корбетт выглядел озабоченным. В нем крепла уверенность, что убит другой леопард, а не людоед. Он попросил Патвари передать сельчанам, чтобы те не снижали мер безопасности, но к этому предостережению никто так и не прислушался. В эту ночь люди опять спали с открытой дверью и беспечно выходили с наступлением темноты во двор. Но не все так просто. Известие об очередном нападении леопарда не заставило себя ждать. Убитым оказался мужчина, обитавший с матерью, женой и 3 детьми в уединенной хижине.
Вечером охотники положили в труп яд в 3 местах и вернулись в свое бунгало. Утром оказалось, что за ночь леопард успел оттащить тело далеко в кусты, где плотно поужинал, не коснувшись ни одного из тех органов, где находился яд. Охотники решили рискнуть еще раз. Буквально нашпиговав останки ядом, они устроились в засаде среди ветвей. Леопард появился бесшумно среди ночи и провел возле трупа 2 часа. У людей затеплилась надежда, что теперь-то хищник получил смертельную дозу отравы. Уже на рассвете Патвари организовал около 200 местных жителей для поисков предполагаемого трупа леопарда. Следы привели к пещере с узким лазом. Здесь же хищник изрыгнул пальцы своей жертвы. Сомнений не было ни малейших. Отравившийся ядом людоед находится в пещере. Лаз заделали железными кольями и проволочной сеткой, здесь постоянно дежурили вооруженные люди. Постепенно в районе снова возобладала беспечность. День проходил за днем, все было спокойно. А на 10-е утро пришло трагическое известие. В 1 миле от дороги паломников леопардом убита женщина. Поистине дьявол вырвался из заточения. Сам Корбет считал, что из пещеры существовал 2-й выход, а яд не оказал должного эффекта из-за слишком большой дозы, которая вызвала у хищника рвоту. Еще не раз казалось, что леопард угодил в надежную ловушку, но непостижимым образом этот дьявол во плоти снова и снова уходил от возмездия. Однако теперь Корбет имел ясное представление об основных маршрутах хищника. Охотник предположил, что в течение ближайших 10 дней зверь пройдет по дороге паломников между 2 деревушками. Здесь следопыт и решил устроить засаду. В 100 ярдах от убежища паломников росло одинокое манговое дерево. Под этим деревом Корбет вбил в землю крепкий кол, привязав к нему козу с небольшим колокольчиком. Сам же устроился на ночь в ветвях дерева, надеясь, что леопард явится на рандеву. Так прошло 10 ночей. Леопард бродил где-то поблизости, из одного дома он утащил овцу, а из другого козу. Он словно выжидал чего-то. Наступил вечер 11-го дня. Неужели снова придется уезжать, не выполнив своей миссии? Внезапно до его слуха донесся шорох у подножья дерева. Жалобно заблеяла коза, отчаянно задергался колокольчик. Корбет нажал кнопку фонарика и прямо под собой увидел леопарда. Без раздумий нажал на курок, и в тот же миг фонарик погас. Выстрел прозвучал в 10 часов вечера. Колокольчик козы продолжал позвякивать, следовательно, коза осталась невредимой. Но где же леопард? Лишь в 6 часу утра, когда начало светать, обессиленный охотник спустился с дерева. Кровавый след вел к скальному выступу. Там, раскинув лапы, лежал леопард. Он был мертв. Несомненно, это был он, ужас Гервала, старый матерый зверюга с седой мордой и безусыми губами. Язык и зубы у него были стерты и черные, очевидно результат действия цианида. Его старые зарубцевавшиеся раны полностью соответствовали информации о предыдущих схватках и выстрелах. Утром тело хищника обмерили, его длина от морды до кончика хвоста составляла почти 2 метра 40 сантиметров. Что стало с телом после убийства, доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что история леопарда из Рудрапраяга наконец подошла к концу. Хорошо ли, что Корбету удалось убить зверя, думаю, вопрос риторический. Но у каждого из нас есть мнение, и твое на этот счет я бы хотел увидеть в комментариях. Пока.